Эта заброшенная психбольница – одна из самых известных в Украине и на территории СНГ. Расположена в лесистой местности, она имеет крайне загадочную историю, как строительства, так и событий, которые привели к ее запустению и череде жутких происшествий. В этом выпуске я расскажу вам историю, которую мне удалось собрать с просторов интернета, покажу вам мои видео, отснятые в этом мрачном и проклятом месте, а также покажу вам кадры, снятые на видеокамеры других людей, побывавших здесь за 10 лет до меня. В некоторых видео я приглушу звук, чтобы YouTube мне не предъявил за авторские права. Так как информация об этом месте собрана из разных источников, то я не гарантирую, что она на 100% достоверна. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. История этой больницы начинается с 80-х годов. По решению местных властей было выделено место в лесистой местности, в черте города, для строительства 2 огромных корпусов. Стройка началась достаточно успешно, и, как говорили местные жители, было пригнано много техники, особенно бульдозеров. На них я расскажу чуть позже. За менее чем год было построено 4 этажа из кирпича и бетона. Но однажды технику вывезли, место огородили и посадили одного единственного сторожа в будке, который охранял недостроенный объект в лесу до начала нулевых годов. По официальной версии стройку прекратили из-за нехватки финансирования в преддверии перестройки, но местные жители иного мнения. На одном из форумов, датируемых 2006 годом, я наткнулся на тему некого Метиса, который утверждал, что его отец жил рядом и заприметил одну странность. Очень часто туда приезжали машины скорой помощи. В следующем сообщении неизвестный человек под псевдонимом Метис или Метис утверждает, что однажды его отцу-пожарнику поступил вызов о возгорании на одном из кранов, и после ликвидации пожара он разговорился с работниками, строителями, и те пожаловались ему на то, что едва ли не каждый день у них происходят несчастные случаи. То стропа оборвется и груз упадет на стропольщика, то сварщик сорвется с высоты. А за год до этого у них пропал сторож, которого так и не нашли. По бригадам поползли разные предположения. И в итоге было предположено, что он просто-напросто упал в раствор бетона, которым был залит фундамент, и утонул в нем, так как в ту ночь была сильная буря. Неизвестный автор предполагает, что он там так и остался навечно замурованный в фундаменте здания. Я реально очень удивился этой переписке почти 20-летней давности и начал читать далее тему форума. Юзеры активно писали свои гипотезы и прочее, а автор изредка цитировал их, подбрасывая еще больше загадок. Одно из последних сообщений Метиса было про то, что якобы его отцу работники рассказали, что бульдозеры сюда пригнали для того, чтобы выкорчевывать древние захоронения, которым на момент 80-х годов было около 150 лет, и жаловались, что хоть они коммунисты, но их сильно мучает совесть. Я уже было обрадовался тому, что мне удалось найти интересную историю очевидцев строительства этого объекта, но погуглив и поискав новости за те года, я кроме сухих сводок о каких-то трагических случаях на стройках ничего не нашел. Нет никаких подтверждений того, что эта история на 100% правдивая, как и нет опровержений этого, так как СМИ 80-х годов как будто не замечалось строительство такого огромного объекта в лесу, недалеко от города. Вполне возможно, что это обычная крипипаста, которая была очень популярна в те далекие нулевые года, и которая вызвала у молодежи интерес к этому месту. Люди стали туда чаще приходить, и как раз именно с этого и начались задокументированные трагические события. Информация об этом месте за нулевые года скудная. Единственное, что известно, как минимум о 4 самоубийствах на территории этой больницы и нескольких убийствах. Также несколько раз с крыши падали подростки, но им удавалось выжить. С началом популяризации YouTube в начале 10-х годов сталкеры с камерами добрались и до этого места
И сейчас я вам покажу некоторые кадры с камер блогеров, которые были тут почти 10 лет назад. Мне удалось найти около 7 разных видеороликов с этой заброшенной психиатрической больницы, но до большинстве из них абсолютно ничего интересного не происходило. Но вот я нашел 2 видеоролика, где реально происходят жуткие события, которые едва не стоили этим посетителям жизни. Это видео датируется с середины 10-х годов, и по граффити на стенах мы можем уже понимать, что оно достаточно посещаемо у молодежи. Здесь автор этого видео решил посетить подвал. Опять же, на стенах везде граффити, и он, судя по видео, реально переживает и боится туда спускаться, потому что, по его словам, он когда-то тут уже был и замечал тут странных людей, которые тут проводили какие-то там свои мероприятия. Возможно, там наркоманили или просто там делали что-то непонятное. Далее автор обращает внимание на какое-то кресло, которое стоит на заброшке. Но случается что-то непредвиденное, и в видео просто нет звука некоторое время, возможно из-за того, что у него были ограничения по авторским правам, и он его вырезал. Вы можете видеть, что он светит в разные стороны, и ему, судя по всему, очень стрёмно, потому что он говорит, что он тут абсолютно один, и его напрягают какие-то странные звуки, которые доносятся извне. И он предполагает, что тут, возможно, кто-то есть. Блогер по имени Влад говорит, что он хочет убедиться, что тут никого нет, и выходит в комнату, в которой, по его словам, когда-то происходили какие-то странные вещи. И он, будучи тут с каким-то своим знакомым, встретил какого-то непонятного человека, который якобы вышел с той двери. Дальше можем наблюдать, как он идет и поднимается на какие-то этажи. Видимо, что это верхние этажи, потому что они разрушены. И неожиданно увидит какого-то непонятного человека впереди, который просто дико начинает на него бежать. Естественно, он такого не ждал и просто сваливает куда-то в другую сторону, бежит куда-то на крышу в панике и, судя по всему, пытается спрятаться. Но видит, что под ним 2 этажа пропасти и не решается прыгать, потому что это реально очень травмоопасно, может закончиться серьезными физическими проблемами для здоровья. Дальше был длинный кусок видео, где он там выходит аккуратненько. Я решил его удалить, потому вот эпизоды, где он выходит в какую-то комнату. Я вроде в ней был, но я уже не видел там этой бочки, висящих каких-то предметов. Но я не знаю, почему он не решается идти дальше. Возможно, он там что-то услышал и чувствует какой-то негатив. Он говорит, что очень удивлен тем, что он тут увидит, и хочет вообще в принципе покинуть это место, потому что оно уже действительно становится для него опасным. Но опять же, я не знаю почему, он поднимается наверх, возможно, чтобы осмотреть местность со стороны, посмотреть, есть ли там кто-то, и послушать, может быть, кто-то там внизу общается, потому что когда я был на заброшке, я неоднократно слышал там крики женские, какой-то странный смех, какие-то песни. Это вы чуть-чуть позже увидите. Он, походу, что-то услышал, как говорит, что он слышал какой-то звук. И решил проверить вообще, есть ли кто-то на лестнице, и неожиданно замечает того непонятного человека. Возможно, это был какой-то наркоман. Возможно, это был какой-то сторож, но тем не менее, судя по всему, этот блогер очень сильно испугался, прыгает прямо со 2-го этажа и просто убегает прочь по лестнице, перепрыгивая все эти провалы. Есть такие опасные пролеты, где можно просто споткнуться, вывалиться с окна. Но, слава богу, он выбрался с этого гиблого места, и я так полагаю, что он сюда больше никогда не вернется. Кто там лазил и что это был за человек, абсолютно непонятно. Но стоит учитывать, что это место находится очень рядом с городом. Этому парню реально повезло, так как он вовремя успел уйти от опасности и принял правильное решение максимально быстро покинуть это место. Неизвестно, что было на уме у того человека, и неизвестно, чем бы закончилась ихняя встреча. Вряд ли кто-то будет лазить вдали от города на таком заброшенном объекте, да еще и с благими намерениями. Стоит также учитывать, что далеко не все планируют снимать видеоролики. Например, компания ребят может собраться и пойти на заброшку, чтобы встретить там закат, пофотографироваться на фоне леса, либо же там втихаря от родителей выпить пиво. И страшно представить, что может случиться, если обычные простые дворовые дети наткнутся на какого-то неадеквата, бандита, либо же какого-то наркомана в таком заброшенном и отдаленном месте. Но следующее видео датируется ориентировочно 17-18 годом, и там 2 парня решили испытать судьбу и решили вдвоем отправиться в это место.
Видео начинается, как двое парней уже некоторое время лазят где-то по заброшке, свет фонарями и немножечко на стреме, потому что, судя из их разговора, они слышат какие-то голоса, возможно, вдалеке кто-то есть. Они светят в разные стороны, куда-то идут, и судя по их внешнему виду, где-то по лет 17, может быть 18, то есть фактически это еще школьники, либо там студенты какого-то колледжа. Они ходят туда-сюда по лабиринту, и реально, судя по всему, им страшно. Из разговора следует, что они где-то там нашли какую-то комнату, где якобы есть какие-то животные останки. И они, посмотрев на это, хотят оттуда уйти как можно скорее, потому что все-таки это зрелище не из приятных. Что они там делали, эти останки, непонятно. Возможно, там реально животные зимой прятались и просто не пережили зиму. А может быть, там кто-то с ними расправился. Или какие-то обряды проводил, все-таки место заброшенное. Один из них говорит, что очень странные какие-то надписи на стенах, которые вообще не несут никакого смысла. Надписи типа там «Маньяк», «Туда дороги нет», «Будь осторожен» и тому подобные, какие-то нагнетающие обстановку надписи. Непонятно кем, непонятно с каких целей оставленные. Вдруг неожиданно один из них замечает сзади какой-то свет фонаря. И задают вопрос, типа, кто это? Но ответа не получает и решает, в принципе, свалиться оттуда, потому что все-таки это, скорее всего, подвальное помещение, может быть, первый этаж, потому что пока что не видно света в окнах. Один убегает, другой падает. И на этом, в принципе, эта часть видео заканчивается. Дальше этот человек с фонарем, с мобильным телефоном идет ко второму корпусу. Я в том втором корпусе был, и он еще страшнее, чем первый, потому что там есть комнаты с пентаграммами, с какими-то свечами, то есть абсолютно непонятное место, и второй корпус гораздо лучше сохранился, чем первый. Там нет проваленной крыши практически, и он в лучшем сохранении. Второго человека пока что не вижу, возможно, он уже туда успел зайти. Поэтому сейчас мы пока что видим в кадре только одного. Вот они встречаются. И, судя по всему, они тоже немножечко переживают, потому что что-то или слышат, или видят. Они решают, что делать дальше. Из разговора слышно, что они в каком-то безысходном положении, потому что лестница вниз только одна. И если их кто-то тут сейчас заметит или там будет подниматься, то они не смогут отсюда выбежать практически. Им придется каким-то другим образом спасаться. Но тут один из них замечает непонятного кента, который идет вслед за ними. Возможно, это какой-то наркоман. В принципе, я придерживаюсь того, что это, скорее всего, наркоман. Может быть, это местный бомж, который где-то тут живет, какой-то из комнат, и просто решает прогнать каких-то непонятных школьников, которые там лазят, и мешает ему там жить своей жизнью. Но они ничего лучше не придумали, в принципе, чем, побежать в комнату, где горит свет. А, это солнечный свет. И тупо спрятаться в какой-то, дыре, где выхода практически никакого нет. Дальше будет очень длинный период времени, как они сидят, между собой общаются, и вообще ничего не происходит. Поэтому я этот эпизод вырезал, и сейчас вы увидите эпизод, когда все-таки придет тот человек, который за ними следил. Тут они нагнетают обстановку. Один из них говорит, что надо бы любой ценой отсюда свалиться, другой говорит, что давайте все-таки подождем, возможно, он даже не поднимется, и мы не будем рисковать так сильно. Но в итоге случается кое-что непредвиденное. Человек все-таки идет и как бы уходит в другую сторону. Они решают уйти, но, судя по всему, они начали шуметь по камням, когда начались перемещаться по камням. И этот незваный гость их реально замечает и, возможно, начал за ними или бежать, или идти. Но они реально в панике начинают покидать это место, бежать просто куда глаза глядят. Часть камеры все-таки удалось записать в моменте этого человека, который, судя по всему, достаточно медленный и не сильно спешит за ними. Эти два видео отсняты с разницей примерно в несколько лет.
но они оба действительно очень насыщенные и очень страшные. А если учесть, что в этом месте неоднократно происходили убийства, суициды и другого рода различные преступления, то можно считать это место действительно очень криминогенным и местом, где обитают очень странные люди. Возможно, какие-то наркоманы, убийцы, а возможно даже какие-то психически нездоровые личности. Вы только представьте себе, заброшенная психбольница на месте старого еврейского кладбища, да еще и в глухом лесу. Вы и сами видели, что там происходит днем, а что будет, если туда прийти ночью? В сентябре 2022 года мне все-таки повезло попасть в эту психическую больницу. И вы можете видеть, что я тут днем, и меня очень сильно впечатлили ленты, которые были обтянуты, некоторые места, например, там провалы в лифтовые шахты, какие-то места, где, возможно, висели петли, уж там крючки сверху, какие-то как будто пятна крови там на многих местах есть. То есть такое очень неприятное место. И как бы ничего не предвещало беды, я изучал это место, ходил из стороны в сторону, но потом в один момент я услышал сверху такой, знаете, как будто кто-то что-то там ломает, бьет, гупает очень сильно. И, собственно говоря, после этого начались некоторые приключения, которые едва для меня не закончились трагедией. Так, тут у нас... Так, буду идти сейчас на второй этаж. Слышите? Бля, там кто-то есть. Там кто-то есть, сейчас спрячусь. Там кто-то что-то ходил или двери открывал. Вроде никого уже нет. Вроде ушел кто-то там был. Я надеюсь, никто ничего на голову мне не скинет. А, там выход есть. Вот оно что. И там не один, там не 4 этажа, там 5 этажей. Опа. Слышите? Я дико испугался этого непонятного звука. Там реально кто-то был, что-то уронил, может быть, кто-то что-то тянул. Но это я был в приемном как бы отделении, но самое близко находится к дороге. То есть рядом там трасса проходит, и там, в принципе, может, кто-то мусор выкидывал или еще что-то. 2 корпуса, в которых были те ребята, в которых я буду ночью, они чуть дальше находятся от этого места. Но вроде как все утихомирилось, я переждал. И дальше решил все-таки пойти на другие этажи, посмотреть, что там есть, потому что ехалось сюда далеко, и как-то не хотелось мне сюда уезжать, не отсняв хоть какой-то материал. Дальше я продолжал ходить по этажам, и вроде как звуков никаких больше не было. Вполне возможно, что кто-то ушел. Но в один прекрасный момент я услышал опять серьезные звуки, понял, что опасность ко мне как-никак становится все ближе и ближе. Голоса женские были. Так, ребята, 3-й этаж. Там были люди какие-то. Женщина прошла и ушла. Что она тут делала, я не знаю. Может быть, тут наркоманили они. Бля, тут кто-то из них жил.
Ну как тут можно жить, когда тут очень холодно? А вот эти... Слышали крик? Эта херня кричит, и сверху кто-то орал. Я принял решение, в принципе, уходить отсюда, потому что крики были очень странные. Женщина кричала, плюс проходила женщина вниз. Непонятно, что она вообще тут делала, и, может быть, там происходили какие-то реально жуткие вещи. Я не хотел быть свидетелем какого-то преступления, поэтому решил заглянуть чуть-чуть выше на этаж и сваливать отсюда, пока еще не наступил вечер. Но все пошло не по плану. Так, ребята, орут какие-то, не знаю, дикари. Я постараюсь уже, наверное, буду уходить отсюда. Это небольшой корпус. Я потом пойду в подвал. Сейчас спущусь в подвал для вас и буду уходить отсюда. Я тихо поднимался по лестнице и заметил вдалеке на этаже какого-то человека, который ходил, как будто за спиной держал что-то. Я решил обойти с другой стороны, посмотреть, подснять и уходить. Короче, что-то у меня с камерой, она выключилась, перегрелась немножко. Сейчас поднимаюсь на самый верхний этаж. Он самый маленький, но я надеюсь, там никого не будет. Не сделай другим зло, сделай добро. Очень странные надписи какие-то. Как же хорошо, что я вовремя заметил того человека. На тот момент у меня с собой вообще не было ничего. Ни перцового баллончика, ничего. Если бы, не дай бог, бы напал бы на меня, то, скорее всего, бы я бы погиб. Опа! Кто это? Сука! Вы, блядь, эту хуйню видели? Ненормально орал каким-то непонятным голосом, просто дико, начал кидаться камнями. Я тупо увернулся от них и напрочь начал бежать с этого здания, лишь бы чтобы спастись. Он за мной не начал бежать и отстал где-то там еще на том этаже. Скорее всего, это какое-то место наркоман. Возможно, там где-то находится наркопритон на том этаже. И он меня просто прогнал, чтобы я там не стал свидетелем того, как они там колятся. Я вернулся в отель и еще несколько дней был реально под впечатлениями от произошедшего. Всего за 1 час что-то находился, произошло очень много событий. Шумы, стуки, какая-то женщина спускалась вниз, какие-то крики детские или женские непонятные. Человек, который за мной гнался, орал, кидался в меня камнями. Слишком много событий за 1 час времени, не правда ли? Но у меня все же оставалось в планах посетить заброшенные корпуса больницы именно ночью. И я все-таки в выходной день наконец-то решился отправиться туда самому. Я все же решился отправиться в эту больницу одному ночью в выходной день. Но то, что там со мной случилось, лучше бы это, конечно, не происходило. В этом видео вы увидите реальный трешак, который там происходит ночью. Я все-таки склоняюсь к тому, что, скорее всего, там выходной день был далеко не я один, а еще какие-то люди с какими-то очень странными намерениями. Я, конечно же, повырезаю некоторые моменты, где я там долго куда-то иду, долго что-то рассказываю, чтобы сэкономить ваше время, и покажу вам только самые насыщенные моменты. И да, наконец-то мне тут пригодилась скрытая камера ночного видения. Взял с собой все необходимое. Честно, ребята, мне не по себе. Я вообще не хочу туда идти. Один ночью. Я надеюсь, что все со мной будет хорошо. Я пока никаких шумов не слышу и надеюсь, что я тут один. Фу, бля. Извините за мат.
Постоянно кажется, что как будто с окон кто-то выглядывает, ребята. Блядь, шумы кто-то говорит или что? Ладно, буду, ребят, заходить. Так, ребята, как и обещал, пришел на эту заброшку ночью. Посмотрим, что тут есть интересного. Я надеюсь, я тут не встречу того, блядь, гопника. Ну, правда, я встретил в другом корпусе. В корпусе типа приемное отделение. О, блядь, смотрите, распятие Христа. Сука, тут так стрёмно, пипец. Это я накручиваю себя еще. Налобный фонарик, ручной фонарик. Смотрите. Слышали? Вроде никого нет. Охуеть, смотрите. Там переход куда-то дальше. А вот сейчас, ребята, я там слышу, что там кто-то идет. И с той стороны там коридор. Там, короче, свет фонаря был, блядь. Там реально кто-то идет. По ступенькам только что шел вдалеке. Я ушел просто за угол в коридоры. Слушайте, говорят, их что много, блядь. Что буду камнями отбиваться. Ладно, ребят, я сейчас спрячусь. Вдруг это тут гопник корешами, хуй знает. Сейчас, короче, пережду, пусть он пройдет. Я вниз. Сейчас собака воет. И буду заканчивать съемку, потому что это не шутки. Это опасно. Одно дело просто пойти куда-то, другое дело, когда тут ночью кто-то лазит. Ребята, короче, я понял, что я тут не сам. Тут кто-то есть, блядь. Смотрите, какие-то иконы страшные. Туда идти я не знаю, блядь. Мне кажется, что тут кроме меня кто-то еще был. Так, я фонарик включу. Так, смотрите, ребята. Смотрите. Кто-то идет. Стой, блядь! Ты кто, нахуй? Ты кто? У тебя что, камера? Да. Я сталкер. Ладно. А вы с полиции? Да какая, блядь, полиция? Я сам тут лажу. Это не ты там на 3-м этаже ходил? Ні, я тільки що зайшов в будівлю. А можете трошки там встати? Я просто, боюсь трошки, я не знаю. Да нет, у меня шокера, не парься. У меня руки чистые, у меня фонарь только. О, Да а не це бойся, ты не... ти- Йо! Що? А это было на 3-м, блядь. Я думал, что... Я на тому... Как тебя зовут? Тарас. Я Шульц. Не ты на 3-м не был еще? Ні, чувак, я на перший зайшов і одразу на другий пішов. Я на 2-м тоже был, и там кто-то что-то херачил сверху. Я думал, что это ты, потому что я тебя заприметил издалека. Как оказалось, я повстречал местного сталкера, который ведет свой видеоканал. И также, как и я, чисто случайно оказался в этом месте ночью, потому что у него был выходной день.
Мы решили все-таки дальше уже вместе ходить по этой заброшке этой ночью. Так как было реально стрёмно, было понятно, что сверху кто-то есть, потому что были какие-то голоса, шумы. И реально было опасно разделяться, потому что если днем там происходили странные события, то ночью там могло произойти абсолютно что угодно. Сверху шумы. Да, братан, сверху шумы. Давай сейчас пройдемся, посмотрим. И постараемся сюда сейчас уйти. Уйти. Осторожно только. Это ты, блин, я испугался. Да не, я проверяю просто все комнаты, мало ли. Машина стоит. Тихо. Слышишь? Мгм. Опять шум. Опять кто-то говорит. Блядь. Не то, что говорит, прямо. Это как будто какие-то сектанты смеются или говорят. Ладно, пошли. Уходим от них дальше. Они где-то сзади там, блядь. Или на улице, или в другом корпусе. Ты иди туда посмотри, сюда, блядь. Блядь, то попали, конечно. Ебать. Ну я не вижу выход. Где тут выход? Туда. Ага, ладно. Я просто не был в этой части. Вот тут. Ты был? Я был. на Аккуратно, не нижнем. упади назад, смотри, там жопа. А? А, да. Таких выемок очень много. Что, братан? Не понял, ладно. Не вижу, тут свет загорит, блин, я такой. Сука. Выход там прямо, еще тут два выхода. Ух ты, сука, черт. Ага. Так, ребята, решили подняться выше, потому что внизу там уже все посмотрели. Осторожнее. Капец внизу. Ух ты, блядь, смотрите, какая картинка. Hell, ад. Добро пожаловать в ад. Тихо. О, да-да-да. Кто-то же как говорит. С правой стороны где-то там вдали. Опять эти обрывки. Видишь? Типа вот это, что убили кого-то, что-то еще. Да. Это все неспроста, братан. Ребята, идем на этаж. И где-то тут бегали, да, вроде? Как тебя зовут, забыл? Тарас, да? Тарас, да. Тут бегали. Тут сюда шумы были. Так, хорошо, давай. Вот там еще коридор. Фух. Слышишь? Тихо. Кто-то говорит и бормочет. Тут... Блядь, И не один. молитвы какие-то будут читать тут.
Короче, когда не было, я и вчера, 3 дня назад тут был, там чувак, Світло горить. там какой-то ебанат бегал, блядь, в телефон втыкал, я его снял. Так, тихо, я спрятался. Мне говорили, что это ёбнутое место, проклятое какое-то. Это правда, что он на кладбище стоит? Так, тут це було кладовище і построїли тут цю лікарню на цій кладовищі. Багато було тут суїциду і все таке. Але Блядь, их дохуя. Их много, блядь. Короче, нахер эту съемку. Ёбаем отсюда, потому что, блядь, ну уже не до съемки, это реально опасно для жизни. Какие-то дебилы, бля, ходят. Все, потом уже отснимем. Потом отснимем. Не Почекаем, сегодня. так? Я контактами обменяюсь, потом пойдем на заброшки. Сейчас, блядь, ну нахуй, ты видишь, какая жопа происходит. Все, уходим, короче, отсюда. включаємося. Короче, это тот этаж, на котором был шум. Да. Отсюда йшов. Это 3-й, там лестница была. Ну що, чувак, куди? Я не знаю, блядь. Там вроде никого. Так, смотри. Камера ночного видения у меня. Включу. Если услышим какие-то шумы, то Я записывай. А, Если какие-то шумы, я включу камеру ночного видения. И мы типа подснимем, я не знаю, блядь, потому что там может угодно быть, чтобы нас не заметили. виключи фонарик, може. Выключи фонарик, в случае чего. А зараз поки. Тихо идем, потому что тут какая-то... Это та падла, которая тут бегала, какой-то неадекват. Он может где угодно быть. Он может быть. Может, он припрятался? Или нет? Вещей много накидал. О, блядь. Братан, тут очень много комнат, я не знаю. Аккуратно смотри в разные стороны. Он может даже камеру швырнуть, если захочет. Смотри, сколько тут будет. Ты не слышал сзади шаги какие-то? Такие тихо-тихо, аккуратно. Не знаю. Какие-то странные. Так, где тут выход, блядь? Смотри. Там выход или это? А это с 3-го этажа. Нет, там обрыв, братан, не Это может. Я вижу он. Тихо. Чё нахуй? Ты слышишь? Я голоса слышу, чувак. Я думал, мне слышится, Включай блин. камеру, включай ночного видения. Где? Там откуда голоса. Мне так кажется, что голоса Тихо. Камера ночного видения. Все. Под ноги смотри, видишь, на маленьком экранчике. Тихо. Слышишь? Да, тихо. Что за хуйня? Оттуда. С той комнаты. Да, тихо. Стоял. Тихо. Слышишь? Да, тихо. Опа. Бля, ты косарь не выпади туда. Обережніше, а то мало ли цей. Тут ходим. Блядь, никого не смотри, пиздец. Где этот подвал? Ладно, пошли.
Я так и не понял, что там произошло. Я так никого толком не увидел, но, скорее всего, там за углом или в комнате, или в коридоре была какая-то группа людей, которая нас услышала, потому что мы шумели и кидала в нас то ли камни, то ли какую-то бутылку. Мы быстренько оттуда убежали, потом решили все-таки сходить проверить подвал. Ребят, в подвал прячемся, блядь. Давай, надеюсь, все будет нормально, тут зашкиримся. Давай. Ты знаешь, тут был, не был, я сегодня еще тут сюда не спускался. Я забыл, Я помню, как тебя там зовут, я не помню уже, извини. Тарас. А, все, Тарас. Короче, пошли, блядь, и, может, мы выйдем с другой стороны, потому что сзади это... Пошли, пошли. Внимательно смотри, вдруг тут... Аккуратно, блин. Тут, я не знаю. Что-то помню, блин. Тихо. Смотри, стены, найди меня, не иди туда. Не иди туда. Подожди. Блин, постоянно кажется, что тут есть. Но там тупик. Написано, не иди туда. Наверное, туда идти не будем, там написано. Стрелочка. Пошли, значит, туда. Смотри, как криповая картинка, вот котяра непонятная. Посмотри на руку. Ну. Блядь. Шлюха. Блин, там выхода нету. Блин, мне просто что-то кажется. Поверху опять шаги были. Поверху. Топот какой-то, ну я слышу. И кто-то ходил. Давай тише, говорит, наверное, нас он тоже слышит. Опа. Тут какая-то фигня. Пиздец. Ты видишь? Блядь. Я тут был где-то 3 дня назад. И что? Ее не было нифига. Ее не было. Хера себе. Ее кто-то, бля, повесил совсем недавно. Слушай, Вот а это кто-то фиг- ходил наверху, может это... Кто-то наверху ходил, типа, ее сюда и повесил. Да, Типа свечки расставил, потом что, повеситься, блядь? да. Я не знаю, братан, ну... Блядь, ну тут пиздец, смотри. Я не верю, что это кровь. Это, наверное, какие-то краска. Я не... Не, ну это перчатками сделали. Но Ну всё- это жестко выглядит. Это выглядит пиздец. Блядь, Блядь, смотри баба, на фото. смотри. Баба топором замахивается. Я не знаю, ты, наверное, туда смотри, я отсюда просто... Тут столько... Тише. Мы сильно громко говорим. Ладно, давай смотримся и уходим, наверное, туда. Потому что, возможно, там выход с другой стороны здания. У меня есть идея. Слушай, давай поставим тут эту камеру ночного видения и утром заберем. Утром не так страшно, у меня как раз она заряжена. А где поставим? Я не Туда, знаю, где- где-то возле камней поставим. Да. Все, короче, я пошел ставить. Да. Подожди, посмотри вокруг. Хорошо, братан, я тут настроил, поставил. Сейчас давай. Сейчас другую достану, это не та, блядь. Что тут я увидел? Блядь, чьи-то кости раскиданы. В натуре кости. Я не знаю. Но это не человеческие, это собачьи какие-то лютые. И в пепле. То есть тут, блядь, кого-то сожгли. Видите, пепел. И тут, сука, кости в пепле. Тут кого-то захерачили и сожгли, сука, в этом Ритуал подвале, какой-то блядь. был, я думаю. В подвале суицидников Кости. лютых. Вон, смотри, кость торчит, как будто кость из пальца Жесть какого-то, просто. блядь. Короче, я не хочу тут находиться. Идем отсюда все. Короче, ребят, поставил камеру. Эта виселица будет снимать ее. Короче, идем. Блин, вот смотрите, как будто на месте преступления. Это на первый этаж. Нам туда не надо. Да, сейчас понять, как нам идти по гуглу. Смотрю здание. Короче, ребята,
Ребят, мы сейчас во втором корпусе. Они где-то рядом. Выключи свет. Выключи. Вниз фонарь. Так, пусть поорут и уйдут. Они с того корпуса орут, в котором мы были. Слышишь? Ребята. Орут с того корпуса, в котором мы были. Мы сейчас во втором корпусе. Будем сейчас куда-то уходить, бляха-муха. Выход не можем найти с этажа. Да. Ощущение, что наша сторона. Блядь. Да. Реально все ближе. Блядь. Они орут, как не знаю что. Ладно, пошли туда назад уже, черт с ним. Психи, блядь. Подожди меня тут. Подожди меня тут. Сейчас вернусь. Посмотрим, кто там идет. Смотрите, ребята. Кто-то идет. И сюда опять заходит. Меня не видно, у меня камера ночного видения. Это человек кто-то или кто? Да, это девушка, смотрите, она куда-то идет в подвал. Да, смотрите, в подвал. Руки дрожат, блядь. Что она вообще там забыла? Сука. Какая-то идет в подвал. Или куда-то к нам. В белом. Вы это видели? Там сверху кто-то шумит, и какая-то барышня пошла в подвал. Короче, будем, наверное, куда-то сейчас прятаться или идти, не знаю куда. Как ты готов возвращаться? Стрёмно, блин. Мне сердце колотится. Это баба еще куда-то пошла туда вниз. Ну, блин, минут 40 прошло, и, по идее, никаких голосов больше не было. И вроде мне показалось, что кто-то вышел. Короче, идем посмотрим. Давай, осторожненько. Сейчас интересно. Стрёмно. Тихо. Так, мы шли сюда. Мы прямо пошли. Тихо. Кажется, будто они... Я не знаю, это вроде... Трещал, что ли? Да не, вроде. А, то какая-то машина проехала далеко. Ты же знаешь, братан. Тихо. Не кричи. Стой. Он тут был. Да, вот этот мешок. Идем посмотрим, он, наверное, его нету, слышь? Кто это был? Я взял камень, что с собой, бля, как ёбну его. Тихо, он может прятаться просто. Да нет, не думаю, не слышно, уже полчаса, никого нет. Ну мало ли, знаешь. Ох ты, ёб твою мать, ты посмотри. Хера себе. Блядь, молитвы какие-то он читал тут. Якесь Смотри. на латинській чи що? Омени, сатан, имандус какой-то, блядь. Ага, сатанисты, бля. Это сатанюка какой-то был. Посмотрите, пентаграмма какая. В окно кидал. Уходи, блядь, он где-то в окне, сука. Выключай свет.
Вот рядом, тут по периметру. Камень бери, сейчас ёбнем по башке его нахуй. Взял камень. Где камень? Сука, вот это попали, пиздец. Блядь. В окно посмотри, там высоко прыгать или нет? Высоко ты шо? Высоко, блядь. Кидай нахуй туда к нему. Блядь, ну не в меня же. Извини. В него кидай, блядь. Я кинул в его сторону. Короче, давай сейчас с громкими криками просто выскакиваем нахуй. И похеру, что будет то, что, блядь, с окна прыгать, ноги сломаем. Куча. Давай. Раз, два, три. Сука! Где ты нахуй? Блядь! Ах, блядь, вот лестница. Иди, забирай их нахер. Сразу направо камеру справа. Сейчас иду забираю. Короче, забрали камеры, сейчас уходим на лестницу направо. Я уже знаю, что он там есть, я там был. Все, пошли. Давай. Не спешим уже, слава богу, почти все закончили. Да я боялся за камеру, знаешь, мало ли. Все. Все, короче, ребята. Мы с Тарасом уже вырвались, короче. Видите, в лесу. Уходим нахуй туда. Все, ребят. Хватит, блядь. Я не знаю, что это было. Я надеюсь, что что-то в видео попалось. В этом заброшенном месте абсолютно нет ничего мистического, и опасность нам предоставляют отнюдь не какие-то призраки, а реальные люди, которые там что-то делают и приходят туда с какими-то своими странными и непонятными целями, которые не скрывают от всего остального мира. И я уверен, что череды убийств и самоубийств можно было бы избежать, если бы это место было бы под охраной, либо если бы его когда-то в прошлом демонтировали. Но я уверен, что этого никогда не сбудется, а значит, мы еще неоднократно увидим все эти страшные видеоролики и, к сожалению, прочитаем в газетах печальные новости об этом месте. Но с вами был Шульц. Спасибо вам за просмотр. Обязательно увидимся.